Последние лет 10 полки магазинов чуть ли не прогибаются от количества куриного мяса. Конечно же, пернатых вырастить намного проще, чем крупный рогатый скот, но объемы производства все равно поражают. Так, как же фермерам удается выращивать столько кур? Забудь о том, что ты видел в деревне у бабушки с дедушкой. Современные птицефермы больше похожи на завод, чем на традиционные хозяйства. Редакция Апупина расскажет тебе о том, как цыплята появляются на свет. Все начинается с того, что фертильные оплодотворенные яйца привозят в инкубатор. Рабочие выкладывают их на специальные стеллажи и помещают в камеры, где поддерживается постоянная температура и влажность. Каждый час механизмы наклоняют поддоны с яйцами на 45. Таким образом имитируется процесс переворачивания яиц несушкой во время высиживания. Спустя 18 дней яйца покидают инкубатор и попадают на конвейер. Там их сканируют при помощи инфракрасного датчика. Если яйцо оказывается слишком прозрачным, это означает, что плод внутри так и не развился. Сигнал от инфракрасного датчика поступает к специальному насосу, который вытягивает дефективные яйца из лотков. Они пойдут на переработку для создания корма для животных. Нормальные яйца попадают на следующий участок конвейера, где проходят вакцинацию от болезни Марика. Небольшие иглы прокалывают скорлупу, и в околоплодные воды вводят вакцину. Вслед за этим яйца перекладывают в инкубационные лотки. В каждом лотке находится 168 яиц, но в среднем здоровые цыплята вылупляются лишь из 150. Остальные либо погибают при инкубации, либо появляются на свет с врожденными дефектами. На 19 день цыплята начинают проклевывать скорлупу своими клювиками и спустя 6-8 часов вылупляются из яиц. Когда пух цыплят обсохнет от слизи, а это происходит спустя 4 часа, будущие петухи и курочки попадают в сепаратор, где птичек отделяют от скорлупы. Поскольку скорлупа крупнее, то она остается на валиках, а цыплята проваливаются сквозь них на конвейерную ленту. В скорлупе содержится много кальция, поэтому она отправляется на перерабатывающий завод. А цыплята попадают на сортировочный участок, где их распределяют по половому принципу. Специально обученные работники отделяют петухов от курочек и отправляют их в разные желоба. А определить мужскую особь и женскую можно по 2 рядам перьев. Если высота перьев одинакова, то это петух, а если разная – курочка. Каждый желоб ведет к своему отдельному конвейеру, где оптический счетчик определяет количество мужских и женских особей. Затем цыплята попадают в транспортировочные ящики. В каждом таком коробке находится по 102 птички. Затем наступает последняя стадия, над птенцами разбрызгивают спрей от бронхита. Следом за этим птички отправляются на фермы, где их выращивают ради мяса или для производства яиц. Современные породы куриц начинают нестись в возрасте 5 месяцев, а мясные породы готовы к убою еще раньше. Петухи набирают нужную мышечную массу через 40-65 дней, а курочки и того раньше, спустя 38 суток. Да уж, размах, с которым выращивают кур, действительно впечатляет. Честно говоря, я даже не подозревал, что процесс настолько автоматизирован. Расскажи своим друзьям о том, что происходит в инкубаторе, они будут удивлены.